Добрый вечер, друзья! Это юрист Валерий Табаков. И сегодня будет очень серьезное видео. Сегодня 19 ноября 2025 года. Я лично подал заявление о преступлении в Центральный аппарат Государственного бюро расследований Украины. И сейчас вы узнаете все по порядку, что именно произошло. Почему это откровенная фальсификация доказательств и какой результат я ожидаю в ближайшие недели. Для начала коротко фабула дела, чтобы даже новый зритель понял. Львов. Июль 2024 года. Человек по фамилии Зинченко обвиняется в особо тяжком преступлении. Главное и практически единственное доказательство – обычный стул номер 1, который якобы стоял на месте преступления. Обвинение утверждает, на этом стуле найдена ДНК Зинченко. Теперь смотрим, что было со стулом дальше. Внимание! Сейчас будет магия. Первая экспертиза. 1 августа 2024 года. Заключение номер СЕ 1924 дробь 49 637 БД. Результат. ДНК Зинченко не обнаружено. Смыва со спинки и сиденья либо смешанные, либо более 2 человек, которые нельзя идентифицировать. Вторая экспертиза. 8 августа 2024 года. Через неделю. Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Заключение эксперта номер 471. Эксперт Самборская. Эксперт берет тот же стул и еще раз полностью смывает всю поверхность. Результат снова 0. ДНК Зинченко нет. То есть за 2 недели стул дважды вымыли до блеска. И оба раза результат нулевой. ДНК Зинченко нет. И, наконец, третья экспертиза 21 августа 2024 года. Киев. Эксперт Тоцкая. Это уже через 2 недели после второй экспертизы. Заключение номер СЕ 1924 53 2018 БД. И тут бабах. На том же самом стуле, который уже дважды вымыли, вдруг появляется ДНК Зинченко. Именно это заключение прокурор Данилев приносит в Шевченковский районный суд города Львова и говорит: вот железное доказательство вины. Друзья, это не просто странно, это физически невозможно без подлога. Я сейчас зачитаю вам прямые цитаты из моего заявления в ГБР, которое уже ушло в Киев. Цитирую пункт 3 заявления. В заключениях 3 экспертиз указаны разные размеры одного и того же стула номер 1. Протокол осмотра места происшествия 84 сантиметра. Одесская ОБСМЭ 83 сантиметра. И, наконец, киевская экспертиза того же стула от 21.08.2024 855 миллиметров. Это дает обоснованное основание считать, что в Киев
на исследование мог быть предоставлен другой стул. Понимаете? 84 сантиметра, 83 сантиметра и 85,5 сантиметра. Это 3 разных стула. Кто-то просто принес в Киев другой стул, подмазал его ДНК и получил нужный результат. Далее. Пункт 4 заявления. Слушайте внимательно. Заключение эксперта Тоцкой от 21.08.2024 содержит грубейшее нарушение инструкции МВД номер 591. Упаковка стула не детализирована, нет фото, нет оттисков печатей. Эксперт ссылается на описание стула из заключения другого эксперта, а не на реальный осмотр объекта. Вместо биологических образцов Зинченко на исследование предоставлено лишь заключение предыдущей экспертизы. Нарушен причинно-следственная связь. Эксперт вообще не ответила на вопрос номер 1. Постановление о назначении экспертизы, какие именно генетические признаки выявлены, но при этом категорически утверждает совпадение с Зинченко, образцов ДНК которого у нее физически не было. То есть эксперт Тоцкая даже не видела настоящих образцов ДНК Зинченко. Ей дали бумажку, где написано «там было вот так», и она подписала. Совпадает. Это не экспертиза, это Филькина грамота. А теперь самое циничное. Первые 2 чистых заключения от 1 и 8 августа прокурор Данылев просто спрятала. Они лежат в материалах дела в томе 15 и в томе 16. Защита их получила по статье 290 КПК, а обвинение никогда их в суд не заявляло и не исследовало. То есть прокурор сознательно скрыл доказательства невиновности Зинченко. Сегодня я требую от ГБР, прямо процитирую пункты заявления. Первое. Возбудить уголовное дело по 3 статьям. Часть 2, статья 372 Уголовного кодекса. Фальсификация доказательств прокурором. До 10 лет. Часть 2 статьи 366. Служебный подлог. Часть 1 статьи 384. Заведомо ложное заключение эксперта. Второе. Начать расследование в отношении прокуроров Данылев и Петлеванова, следователей эксперта Тоцкой. Третье. Истребовать и арестовать сам стул номер 1, чтобы его никто не почистил и не заменил в очередной раз. Четвертое. Назначить независимую экспертизу, тот ли это стул, который изымали во Львове 19 июля 2024 года. Пятое. Допросить экспертов Тоцкую и Самборскую, прокуроров Данылев и Петлеванова и всех следователей, которые назначали эти 3 экспертизы. И самое главное, пункт 6. Наложить арест на вещественное доказательство стул номер 1 и провести его безотлагательный осмотр с участием специалиста-эксперта для фиксации реальных размеров, индивидуальных особенностей и состояния поверхности. Если размеры будут хоть на миллиметр отличаться от протокола ОМП, дело Зинченко развалится в один день. Что будет дальше?
мой прогноз на ближайшие 1-3 месяца. Первое. В течение 24 часов после получения заявления ГБР обязано внести сведения в ЕРДР. Это 100%. Статья 214 КПК не отменена. Второе. Стул арестуют и сфотографируют. Если он 85,5 сантиметров, прокуроры и эксперт Тоцкая поедут объясняться. Третье. Заключение Тоцкой признают недопустимым доказательством, а скорее всего сфальсифицированным. Четвертое. Прокуроры Данылев и Петлеваной получат статус подозреваемых. В практике ГБР такие дела уже были. Вспомните дело Шеремета. Пятое. Зинченко выйдет на свободу, а мы получим прецедент, который покажет всем прокурорам и экспертам, за подлог придется отвечать реальными сроками. Я не участник этого процесса, я просто юрист и блогер, который не может молчать, когда видит, как людей сажают за решетку на основании поддельных экспертиз. Текст заявления уже в ГБР. Там те же 3 ссылки на судебное заседание и мое предыдущее большое расследование о том, как подменили стул в деле Зинченко. Друзья, если вы верите, что в этой стране еще можно что-то изменить, сделайте максимальный репост этого видео. Пусть каждый прокурор, каждый эксперт и каждый судья увидит. Мы все видим, мы все фиксируем, и мы идем до конца. Спасибо всем, кто поддерживает канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите в комментариях. Подлог должен быть наказан. Я читаю каждый комментарий. Вместе мы сила. До встречи в следующих видео. С вами был юрист Валерий Табаков.